Аньонсео, меня зовут Марина Огнева, это канал «Поехали в Корею», и сегодня мы в моем самом любимом, в моем родном вузе Йонсей. Об этом университете я снимала уже много разных видео, но в итоге я никогда не делала вам полноценное видео, рассказывая про этот вуз, про все его преимущества, про его плюсики, немножко минусики. В общем, короче, смотрите дальше. Также не забывайте все полезные ссылочки в описании под видео. Все другие видео про Йонсей я снимала весной, летом и осенью, поэтому в этот раз видео я снимаю зимой. Да, это зима, февраль месяц, ребята. Это не самый лучший вид и облик моего вуза, но, как вы видите, даже в это время года он выглядит довольно-таки няшно, приятно и комфортно. Уровень приема университета Йонсей ниже 5%. Внутри Кореи поступление в один из университетов СКАЯ, Seoul Korea Yonsei, рассматривается как очень важный шаг для успешной в дальнейшем карьеры и получения высокого социального статуса. Университет Йонсей – это старейший вуз Кореи, основанный в 1885 году. Не будет большим преувеличением сказать, что по статусу и репутации это азиатский Гарвард. Он даже внешне похож на члена Лиги Плюща, потому что главный и многие другие корпусы университета Йонсей в Сеуле выполнены в старинном стиле и увиты плющом. Но самое главное, что Йонсей University – это статусное учебное заведение. У Йонсея 3 кампуса. Шинчоновский основной, Инчоновский международный и Вонджу научный. Университет входит в тройку лучших вузов Кореи. В разные годы Йонсей входил в топ-100 по MBA, в число лучших университетов Азии, в топ-100 в области искусств и гуманитарных наук. Это один из немногих корейских вузов, входящих во все крупнейшие международные рейтинги высшего образования, а также десятки других списков. Когда я еще училась в Йонсей, у нас не было такого большого крутого подземелья. Мы, как нормальные люди, ходили по верху. Сейчас многие кафе, рестораны, глобал лаунжи, места отдыха, магазины перенесли подземно, минус первый этаж. Также, если вы пройдете дальше, то у нас же нету машин больше в Йонсей, и транспорт это убрали для нас за эко. Вот вы можете всегда сесть на бесплатные шаттл-басы, автобусы прямо на минус первом этаже. Парковка машин, если вдруг у вас машина на минус втором и минус третьем ниже. Поэтому вам не страшен дождь и снег, вы проходите сюда. И здесь есть место для автобуса, вот автобуса нету. Ну вот там вы стоите и ждете. И автобусы есть разные, это уже вы систему здесь выучите. У нас несколько маршрутов, все они бесплатные. Можете на автобусе ехать в метро, в другой корпус, в Инчоновский корпус, либо внутри вуза, потому что вуз очень большой и время нам очень ценно. Выпускники университета Йонсей пользуются большим спросом на рынке труда. Более того, они сами создают и контролируют этот рынок. В Йонсей учились основатели и руководители, вы не представляете, каких компаний. Samsung Electronics, LG Group, Hyundai Group и даже нынешняя Daewoo Group. Это же главные чеболи Кореи. Основание, на чем держится вся экономика, политика, общество социальное и так далее. В этом самое важное сходство с лидирующими мировыми вузами. Во время учебы студенты получают не только знания, но и бесценные личные знакомства с будущими политиками, президентами различных компаний, поэтами, писателями, артистами, спортсменами и другими лидерами. Вот как, например, сейчас у нас Медекс, да, Джоли Питт.
в Yonsei University. Нужно учитывать, что заявление в университет нужно подавать не менее чем за 9 месяцев до начала обучения. Формальная заявка очень простая. Анкета, заявление в свободной форме, фотографии, медицинская страховка, копия сертификата о среднем образовании или о ранее полученном дипломе, и также необходимы будут копии паспортов. Вроде как все просто, но сложности в деталях. Например, помимо своего паспорта будет необходимо сделать нотариально заверенные, переведенные копии паспортов ваших родителей, а документы об образовании, они подаются в виде апостиля. Можно либо на корейском, либо на английском языке. Периодически меняются правила относительно суммы денег, которая должна быть у вас на счете. Это справка в банке, которую вы показываете при зачислении в университет, и потом можете этими же деньгами оплачивать обучение, жилье и так далее. Это уже ваша мам-друг, как хотите. Эта справка нам необходима для получения студенческой визы. И, к сожалению, каждый год ее цена все растет и растет. У каждого вуза она разная, и внутри вуза на разные специальности она тоже разится. Поэтому в среднем это от 5 до 20 тысяч долларов должно быть едино на вашем счете. Просто индивидуально необходимо уточнить у меня либо у вуза, что еще лучше, на данный момент какая именно сумма будет нужна вам. Получается, мы собрали все наши документы и отправляем DHL, Pony Express, не Почтой России, в университет, в комиссию. На имя там человека будет написано, которое вы отправляете, он распишется за них. Так вот, когда вы отправляете, вы посылаете не оригинал вашего диплома, паспорта, бывают такие страшные случаи, ни в коем случае. Вы отправляете ваш как раз апостиль оригинал, ваш оригинал нотариально переведенной копии. Поэтому поступить сразу в несколько вузов не получится, так как это очень дорогостоящий процесс за сами документы, плюс вы платите комиссию во время поступления. В среднем 80-150 долларов. Также зависит от специальности и от вуза. Для тех, кто закончил в России 9 классов, плюс потом пошел в колледж, либо техникум, вы не сможете поступить в Yonsei, либо другие корейские, большинство других корейских университетов, так как у вас нету полного среднего образования. В Корее колледжи не рассматриваются как учебное заведение, это больше как курсы дополнительные. Так что, к сожалению, сюда вам дорога закрыта, только если на курсы поехать, на краткосрочные, чисто для общего развития. Но есть другие университеты, я про них рассказывала, ссылочки будут снизу, где вы сможете не только учиться, но также получить стипендию или грант. Еще одна возможность попасть в Yonsei – это обмен. Это очень популярный способ в Корее, и в принципе он доступен студентам из других стран. Однако большинство программ обмена у Yonsei с американскими и японскими вузами. Можно ли сделать обмен с вашим вузом, нужно уточнять отдельно, но я вам подскажу. Например, вузы, с которыми есть обмен в России, вот 3 штучки, и также Казахстан. За партами университета уже побывало более 310 тысяч человек, большинство из которых теперь занимают руководящие посты. Быть частью этого сообщества – большая привилегия. Поэтому многие корейцы стремятся попасть в Yonsei. И несмотря на растущий интерес иностранцев, их менее 10% из почти 38 тысяч студентов университета. Вуз просто устроен ради студентов. В любом месте есть такие лаунжи, где вы можете поесть, попить, отдохнуть. Или, например, взять вот любые книги и учебники, чтобы вы их не таскали, здесь почитать. Или можете пройти почитать вон туда, вовнутрь, в лаунж. Там более красиво, тихо и спокойно. На территории Yonsei, точнее под его, то есть в подвальчиках наших, очень много разных кафешек, где вы можете прийти в любой момент, почти любой момент, перекусить, взять салатик такой за 8 тысяч вон, микс различный. Также здесь можно удобно сесть, позаниматься, поработать по вашей учебе. В многих столов есть розетки и, в принципе, комфортная, уютная атмосфера. Университет Yonsei, основанный на
базе сильных христианских традиций играл роль ворот для иностранных студентов, заинтересованных в изучении корейского языка и культуры Кореи. В настоящее время университет Йонсе включает в себя 17 институтов, 121 факультет и 18 исследовательских центров. Мы с вами знаем, что Йонсе был основан в 1885 году, даже это можно везде на одежке увидеть. Но как бы по названию совсем это немножко не так. В 1985-м были основаны университет Йонхи и Северанс. Вот. А потом они в 1920 году объединились в Йонсе. Как? Взяли первый слог названия от Северанса и первый слог названия от Йонхи. Получилось Йонсе. Вот вам и тайна названия университета. Северанс не только лучшая больница-госпиталь на протяжении уже почти 10 лет в Южной Корее и в Азии, но это одна из самых старых. Здесь тогда корейцы обменивались опытом с американцами и канадцами о том, как же лечить людей. Хоть очень многие из вас хотят обучаться на медицине в Корее, это слишком сложно и проблематично. Про это, конечно, сейчас не стоит, это целый большой монолог, но, ребята, если вам это интересно, то пишите, я сделаю об этом отдельное видео про обучение на медицине в Корее. В университете Йонсе почти 5500 учебных курсов на корейском языке и больше 1000 на английском. Обучение проходит здесь по болонской системе: бакалавриат, магистратура и докторантура. Есть также курсы корейского, выделены в отдельное подразделение. Об этом я рассказывала в предыдущем видео, ссылочка в описании. Диплом бакалавра можно получить в самых различных сферах и по различным специализациям. Неполный общий список вот такой. Если хотите узнать весь список, переходите на сайт Йонсе. А магистратура в целом продолжает обучение по всем программам бакалавриата, но с учетом специфики этой ученой степени. То есть глубже специализация, обязательно научная составляющая и личные учебные проекты. Именно тут появились одни из самых первых курсов корейского языка для людей со всего мира. Кстати, до сих пор они являются Ильтын, то есть самые лучшие на первом месте по рейтингу. Здесь вы можете выучить не только язык, но и культуру и историю Кореи. Курсы корейского языка здесь работают автономно, как самостоятельное учебное подразделение университета. Даже поступая на основную специальность сюда, вы первый год будете учиться корейскому языку, скорее всего, в Инчоновском кампусе вместе с другими иностранцами. И только после этого и необходимого уровня топика вы сможете переехать в Синчоновский кампус, либо в другой, и продолжить ваше обучение. Напоследок я решила немножко уединиться с вами и поговорить о минусах. Да, на своем канале, в самых первых видео, когда я только открывала канал, скажем так, я рассказывала, делилась, какие проблемы у меня были в Корее, какие проблемы у меня были во время учебы. Но сейчас, уже пройдя обучение самостоятельно, и когда столько моих учеников поступили, уже даже выпустились, даже из Йонсе, то я могу судить уже не только по своему мнению, а среднестатистическому. Первое. Вы должны понимать, что, знаете, может быть, это будет грубо. Вам здесь будут не всегда рады. Точнее, вам не будут нигде тут рады. И придется как-то приспосабливаться, что вы отличаетесь от людей, вы отличаетесь не только внешне, но и менталитетно очень сильно, и люди будут делать на этом акцент. Они будут постоянно спрашивать у вас, зачем ты сюда приехала или приехал, ты хочешь выйти замуж за корейца, ты хочешь здесь работать, и это поэтому никому не понравится, у них у самих сложность с рынком труда, еще иностранец приехал, постоянно. Почему ты такая высокая? Почему ты так одеваешься? То есть вот эти проблемы, то, что когда как мы любим одеваться, да, это немножко не соответствует Корее, поэтому приходится менять стиль, чтобы соответствовать, чтобы, скажем так, не выделяться из толпы и не получить за это постоянно по голове, что, моя дорогая, мы видим очертания твоей груди. Так, окей, мы оденем что-нибудь более комфортное, более свободное. Но даже это все не такие большие минусы. Вы должны понимать, что процент доживания, можно сказать, доживания до выпуска, он просто минимален. Когда я поступала, нас, иностранцев, у меня на потоке было где-то половина. Это была Европа, Америка и так далее. На моем выпуске
Я была единственной, как говорит мой муж, беляшек. Ну, потому что никто не дожил. Очень многих отчислили, многие не выдержали. Кто-то финансово, понятно, не выдержит. Это все проблема. Поэтому учиться приходится очень много. И вы даже не представляете, через какую сложность, через какой огонь я прошла здесь, когда я спала где-то часа 4 в 2 дня в сумме, когда я не ела, у меня не было времени есть, у меня не было даже денег есть. Я постоянно училась, я постоянно зубрила, я постоянно, потому что я должна была что-то делать, но при этом я не успевала. Я помню эти бессонные постоянные ночи в библиотеке дома. Я помню, когда 5 утра, когда тебя жутко ломит, ты не спал, тебе холодно, ты не ел. Ты постоянно учишь вслух, читаешь, ты пытаешься максимально что-то задействовать, и у тебя через пару часов экзамен, и ты понимаешь, что хоть ты готовился все время к нему нон-стоп, ты не успел все выучить до конца, а в Корее на экзамене ты должен выучить все, иначе ты его просто не сдашь, даже больше приходилось учить. И это был такой стресс, это было так сложно психологически. Я была здесь у врачей разных, и многие мы были на потоке. Нам давали успокоительные, нам даже уже к концу, к выпуску давали, я помню, на семестр мне дали 3 таблетки транквилизатора. И перед какими-то очень большими выступлениями на сцене, защищать разные работы свои, пальпё, я должна была его принять, потому что иначе меня организм не выдерживал. Мне было сложно здесь жить, я много очень плакала, я помню, через какую я агонию прошла, и вы знаете, об этом никто не знал. То есть я не хотела об этом никому рассказывать, потому что зачем? Это мои проблемы, это мои сложности. Я не рассказывала моей маме, как мало я старалась есть, потому что я очень экономила, потому что это все дорого, и мама и так работала, и в Корее как ты не старайся что-то получать, это очень дорого здесь жить и питаться, и денег всегда не хватало. И даже вот сейчас, когда, допустим, мы гуляем по Синчону с мужем, я показываю, вот смотри, я вот здесь покупала напиток себе, это был мой обед. Я ходила в столовую, и я бесплатно кушала панчаны. Ну, такой лайфхак, как было. Я была голодная, у меня не было денег, у меня было все деньги были на моей учебе. Это безумно дорого, ребята, это всегда не хватает денег. Устроиться на подработку невозможно, иначе вы просто завалите вашу учебу. Учеба требует от вас просто все 7 дней недели, 24 часа. Это очень сложно. И я просто хочу, чтобы вы к этому были готовы, чтобы вы понимали, на что вы идете. После этого, даже если вы это все пройдете, да, вы получите обалденный классный опыт, но никто не гарантирует вам успешную жизнь далее. Дальше вы также должны биться за трудоустройство, биться за ваш успех постоянно. Сейчас, все это вспоминая, я ни капли не жалею о том, что я приехала сюда, и вот я очень рада, что у меня было первое мое образование высшее в России, потом я уже получала здесь в Йонсее, потому что, конечно, я сравнила. Я очень люблю Россию, я патриот, но в России у меня было фиговое образование. Нас ничему, по сути, не учили. У нас были просто лекции, послушал для галочки, все, свободен. Здесь тебя требуют знать все наперед, чтобы ты выучил абсолютно все, чтобы ты это все помнил, знал и мог использовать. И, допустим, сейчас я понимаю, что мои дети точно будут учиться в Йонсее. То есть, не знаю, ну, то есть я буду пытаться их сюда устроить. Кстати, да, есть плюс. Мои дети уже получат скидку, потому что есть такая фишка, дети выпускников получают скидку на обучение. Ну, такой лайфхак. Если вы хотите послушать больше, гляньте мои первые видео. Я много, помню, рассказывала, открывалась о своих сложностях, проблемах в общении с корейцами, с менталитетом, о том, что вы будете здесь один. Как бы вы ни старались, вы будете все время один. В Корее это нормально. Вы, поступая учиться, вы живете в своей маленькой комнатушке, 4 квадратных метра. Вы живете не в ней, вы живете ради учебы постоянно. И быть с кем-то еще, это тратится ваше время. Боже мой, что-то я так много вам набазарила и даже не знаю. Наверное, странно на этом завершать видео, но да, это будет на сегодня конец. Я, честно,
Хотела бы, чтобы каждый из вас побывал в Йонсе хотя бы раз. Вы не представляете, насколько это красивое место. Даже вот сейчас вечером, когда 0 градусов, да, здесь так красиво. Каждый уголочек ухожен, каждый камушек, каждая табличка. Территория огромная. И ты чувствуешь такое спокойствие здесь, такой комфорт. Просто хочется наслаждаться этим мгновением. И если вы приехали в Корею, в Сеул на отдых, заедьте в Йонсе, заедьте в Корё, заедьте в этот студенческий центр, ощутите эту жизнь, постоянно кипящую людей в возрасте от 20 до 40 лет, кто постоянно здесь живет, учится, что-то узнает новое, каждый день открывает мир. Это круто, ребят. И пробуйте на гранты, пробуйте на поступление. Вы добьетесь успеха, если вы будете стараться. Не получится, не страшно, вы хотя бы попробовали. Если вы любите спорт, то в Йонсе вы сможете им заниматься постоянно. Все поля открыты, приспособлены для любого вида спорта. Вы уже видели мои теннисные корты. Именно там по утрам я играла в теннис. До них дойти было уже разрядкой, зарядкой умереть. Вы можете бегать, играть в баскетбол, бейсбол, футбол и дынь-дынь-дынь, то есть и так далее. Спорта здесь очень много и хватает. Давайте поговорим о самом интересном, это о цифрах. Например, обучение в Йонсе в среднем, я взяла минимум и максимум, и приросла. В общем, минимум недалеко от среднего ушел. На бакалавриате один семестр стоит $8000. На магистратуре и докторантуре $12 000. Мы говорим про один семестр в год, 2 семестра. А учеба начинается либо после китайского Нового года, то есть зимой, скажем так, либо в сентябре месяце. Кроме того, что вам придется платить каждый месяц за учебу, вам понадобятся канцелярские траты. Это канцелярия, учебники, тетрадки, рюкзак, велосипед, аренда. Все это в среднем уходит за семестр $400-500. И каждый месяц вы будете кушать, спать где-то, правильно же? На это в районе Синчон, это большой студенческий город, не обязательно жить в общаге в Йонсе, тут ограниченное количество мест, не самые лучшие условия, и чаще всего там не можете жить больше 2 семестров, поэтому съезжайте потом на студ, наш район, на Синчон, Хонде, Иде, без разницы. Так вот, если мы берем эти районы, где жилья очень много, разного Хасукчибы, Кощионы, Кощитель и многое другое, специальные общежития для студентов, как мы, то самый-самый дешевый вариант в месяц, питание плюс жилье, будет $1000. Меньше не получается. Это как я вам рассказала, если питаться более-менее дешево где-то. Поэтому вы должны прикидывать, что так как это Сеул, цены выше и вам понадобится больше. Как мне учиться здесь бесплатно? Конечно, есть госгранты, не один, мы про них сами знаем. Но получают их единицы. В этом году получила 2 единицы обе мои студентки. Мы к этому шли долго, ребята. Поэтому рассчитывать на НИАДИ сильно не надо. Но я вам расскажу секретик. Если вы хорошие, у вас высокий средний балл, то есть выше 82%, это самый минимум. Выше 90 это уже хорошо. Вы знаете английский, у вас TOEFL. TOEFL лучше, чем IELTS. У вас TOEFL высокий, Advanced уровень тоже выше. Вы знаете корейский топик 4, 5 и 6 ГИП. Вот этот самый такой лакомый. То, когда вы поступаете, уже сами, подав все документы, которые я вам перечислила до этого, вуз вам предложит скидку, то есть стипендию. Берите. Это самый простой из вариантов. Вам дадут стипендию, может быть, 40% на первый семестр. Она уже не будет уменьшаться. И вы заплатите только часть денег за обучение. Придете, будете хорошо учиться, вам повысят стипендию, будете играть в какую-то спортивную команду, пойдете выступать за, не знаю, музыкальную какую-нибудь группу здесь, в Йонсе, вам дадут еще стипендию. Будете помогать профессору с доски вытирать, документы разносить, вам еще дадут стипендию. Таким путем, по чуть-чуть вы можете свести к 100 и более процентам бесплатного обучения в Йонсе. Все в ваших руках.
Я очень вас люблю. Сарангхэ. Муа.